Знакомьтесь, это роутер на вырост. Технологии и скорости, которые он поддерживает, большинство железок завезут только через пару-тройку лет. Именно поэтому мне было сложно его тестировать. Archer C3150V2 – обновленная и доработанная версия флагманского роутера от TP-Link. Практика улучшать существующие модели не нова. Иногда это могут быть косметические изменения, но чаще всего это касается аппаратной части. В C3150V2 визуально ничего не поменяли. Но давайте о всем по порядку. Дизайн а-ля нетбук с 4 антеннами. Корпус выполнен из двух видов пластика, глянцевого и матового. И большая часть его усеяна перфорацией для вентиляции устройства. Углы скругленные, сверху есть линия, в которой спрятаны все индикаторы, и серебристая вставка с кнопкой, отключающая их подсветку. Выглядит все дорого, благородно, но не очень практично. Глянец будет хорошо собирать пыль и царапины, но зато его можно повесить на стену, чтобы он не занимал место на столе, да и любоваться так удобнее. По железу из заметных отличий только увеличенный вдвое объем флеш-памяти – 256 МБ, чтобы было где хранить новые функции и прошивки. Процессор и оперативная память все те же, двухъядерный чип от Broadcom и 256 МБ оперативки, и хватит для любых задач. Из интерфейсов 4 гигабитных LAN-порта, один USB 2.0 и один USB 3.0. Первый можно использовать для принтера или модема, а второй для подключения накопителя и организации сетевого хранилища. Для удобства USB и кнопки управления расположены сбоку, так чтобы провода не ограничивали к ним доступ. Archer C3150 обеспечивает скорость Wi-Fi соединения до 1000 Мбит в секунду и 2167 Мбит в секунду на частотах 2,4 и 5 ГГц соответственно. Такие скорости достигаются благодаря четырехпоточному вещанию, технологии Broadcom Nitro QAM и поддержке спецификации 802.11 AC Wave 2, увеличивающей ширину канала и их количество, а также технологии MU-MIMO, позволяющие роутеру работать с несколькими устройствами одновременно, в отличие от обычных роутеров, которые по очереди передают порции данных каждому из устройств. Если перевести на обычный язык, весь ваш офис или большая семья сможет смотреть потоковое видео в 4К, причем разные и одновременно. Главное, чтобы провайдер давал честный гигабит. Качество покрытия очень хорошее. В нашем офисе уверенный прием был во всех уголках. Кстати, есть функция Smart Connect, при которой роутер делает одну видимую сеть и сам определяет, на какой частоте подключать устройства, чтобы они имели лучшее покрытие и скорость. На практике же, если подключить обычное устройство, не поддерживающее все эти технологии из будущего, в диапазоне 2,4 ГГц, средняя скорость будет на уровне 411 Мбит в секунду, а в 5 ГГц около 700 Мбит. При проводном подключении скорость передачи данных составила порядка 920 Мбит в секунду. Это без функции объединения нескольких каналов в один. С ней скорость будет расти пропорционально. Управление и настройка происходит через веб-интерфейс или приложение для смартфонов TP-Link Tether. В веб есть 3 привычные вкладки с быстрыми настройками, базовыми и дополнительными. Так что каждый может выбрать крутилки по своему уровню. От само заработало до тонкой настройки NAT, маршрутизации, приоритета трафика, агрегации каналов, IPTV, VPN и многого другого. Из приятного интерактивная карта сети и встроенный тест скорости интернет-соединения. Порадовала новая вкладка Home Care, куда поместили родительский контроль, приоритеты данных и добавили антивирус, который умеет блокировать вредоносные сайты и изолировать зараженные компьютеры. В целом, Archer C3150 отличный роутер. Он умеет почти все, что может понадобиться требовательному пользователю. Отличается хорошим покрытием и очень высокой скоростью. Настолько высокой, что большинство устройств пока не готовы раскрыть весь его потенциал.